с вами Оля, и в этом видео покажу вам простой рацион на 1500 килокалорий, который подойдет для похудения, для правильного питания. Он довольно вкусный, нутритивный и полезный, так что надеюсь, вам понравится. Перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если ви до сих пор ще этого не зробили, а також нагадую, що у мене є другий канал, де мої відео виходять українською, тому обов'язково приєднуйтесь так само, як і підписуйтесь на мій інстаграм, бо там ще більш цікавого та корисного контенту. Отже, друзі, якщо ви з України, чекаю на завтрак у меня сегодня будет омлет с овощами и зеленью. Беру 2 яйца и добавляю к ним молоко. Перемешиваю, можно в процессе добавить немного соли, но я обычно не добавляю. Беру томаты черри и разрезаю половинками. Сковородка хорошо разогрета, добавляю немного топленого масла и после того, как оно растает, добавляю овощи. Сначала томаты, а потом зелень. У меня это шпинат. Помешиваю так на протяжении нескольких минут и после того, как шпинат размякнет, уже добавляю яйца. Готовлю на небольшом огне под закрытой крышкой несколько минут, после чего посыпаю тертым сыром. Такой омлетик не очень хорошо держит форму, но так, мне кажется, он выглядит даже аппетитней. Посыпаю пищевыми дрожжами и немножко паприки сверху. Вот такой вкусный завтрак у меня готов, и на его приготовление ушло не более 5 минут. Также обычно за завтраком я пью кофе, я добавляю в него миндальное молоко, и где-то калорийность одной чашки составляет 60 килокалорий. На протяжении дня я пью кофе 2, иногда и 3 раза, поэтому учитываю его свою дневную калорийность, потому что 2 чашки это уже 120 килокалорий. На перекус сегодня буду готовить хлебцы с авокадо. У меня довольно крупный, поэтому возьму половинку весом примерно в 50 грамм. Вилкой передавливаю в пюре прямо на дощечке. Она у меня чистая, только что из посудомойки, так что, думаю, лишних бактерий там нет. Посыпаю солью и теперь выкладываю на хлебцы. У меня овсяно-перловые. Ну а теперь сверху добавляю немножко соли, паприки и семечек тыквы. Это сочетание очень классное и вкусное, поэтому всем советую попробовать. Но при этом, конечно же, очень полезно. Также на перекус у меня еще были 2 небольшие груши. Начну готовить обед. Здесь у меня небольшая тыква сорта Хоккайдо. Отрезаю кусочек и его потом буду нарезать дольками. Кстати, тыкву этого сорта можно есть вместе со шкуркой. Предварительно ее нужно хорошенько помыть. Я буду запекать тыкву. Она отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами. За этим рецептом она мне очень напоминает запеченную картошку. Но как только начинается сезон тыквы, я обязательно ее готовлю. И, наверное, чаще всего готовлю ее именно таким способом. Я сегодня буду готовить рыбу. Здесь филе минтая. Я его заранее разморозила, убрала лишнюю жидкость и теперь посыпаю солью и специями. Буду запекать в аэрогриле рыбу прямо вместе с тыквой. К тыкве я добавила немного соли и паприку. Запекать их буду вместе, так как готовятся они примерно одинаковое время. Это 20 минут при температуре 180 градусов. Точно так же вы можете запечь их и в духовке. Рис я уже заранее сварила, на порцию я беру 120 грамм готового риса. Рыбка и тыква уже тоже готовы, и вот такой вот сытный и вкусный обед у меня сегодня получился. Для ужина я заранее еще днем запекла перец. Тоже запекала его в аэрогриле, хотя это точно так же можно сделать и в духовке.
При температуре 170 градусов он запекался 40 минут, в процессе я пару раз перевернула его. После чего положила его в миску, накрыла сверху пленкой и оставила так минут на 20. Он немножко вспотеет, и после чего его можно будет легко почистить от шкурки. Как видите, теперь она слазит буквально сама. И это делается очень просто. Ну а теперь перчик я разрезаю пополам, удаляю хвостик и косточки, чтобы у меня осталась только мякоть. Далее нарезаю его тонкими ломтиками. Готовый перец можно хранить в холодильнике несколько дней, а то и дольше. Я храню вот в такой баночке. Его можно добавить к любым блюдам, потому что это очень вкусно. На ужин сегодня буду готовить салат из печенки. В кипящую подсоленную воду добавляю куриную печенку. Готовлю 15 минут, снимая пенку. После чего оставляю ее немножко при комнатной температуре, чтобы она остыла. Так как это будет салат, нарезаем печенку. Также берем небольшую луковицу, у меня половинка от небольшой луковицы, ее я нарезаю тонкими кусочками. Начинаем собирать порцию, берем зелень, сверху выкладываем запеченный перчик, лук и печенку. Кстати, печень можно использовать не обязательно куриную, можно взять говяжью или любую другую на ваш вкус. Я стараюсь печенку включать в свой рацион хотя бы раз в неделю. Самое главное приготовить вкусную заправку для салата. 1 столовая ложка оливкового масла, пол столовой ложки бальзамичного уксуса, пол столовой ложки горчицы, немножко соли, можно добавить лимонный сок по вашему вкусу. Хорошенько перемешиваем и поливаем наш салатик. Ну и теперь наш салатик не только очень полезный, а и вкусный. Если есть его в теплом виде, получится ничем не хуже, чем в ресторане. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду очень рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. С вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.